Приветствую, 14 февраля, и давайте проанализируем последние важные новости, которые должны пройти сегодня. Итак, в Мюнхене начинается конференция, и, похоже, вся уверенность по безопасности в Европе, которая выстраивалась десятилетиями, может просто разрушиться. Но сначала я хочу вам сказать спасибо за вашу поддержку, спасибо за лайки, за подписку. Это важно, чтобы канал развивался. Интересные видео и анализы показывались как можно большему числу зрителей. Итак, друзья, с сегодняшнего дня, как вы знаете, Мюнхен становится эпицентром мировой политики. В этот город съезжаются как лидеры государств, министры, дипломаты, военные эксперты и так дальше со всего мира, чтобы обсудить именно ключевые аспекты, ключевые вызовы глобальной безопасности. Однако я вам скажу, что до начала саммита стало ясно одно – политический ландшафт Европейского Союза тектонически сдвигается. Давайте с вами вспомним, что же случилось накануне. Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Их содержание, конечно же, держится в строгом секрете, но многие опасаются, что речь шла именно о сделке за спиной Европы. Также министр обороны США Пит Хексет представил американскую стратегию по Украине, и она явно не совпадает с интересами того же Киева и того же Брюсселя. Кроме этого, друзья, стало очевидным, что страны Евросоюза уже осознали, правда поздно, что США отходят от активного участия в европейской безопасности и оставляют таким образом решение проблем именно на плечах Европейского Союза. Если это все охарактеризовать одним словом, то события последних дней, друзья, как минимум потрясли всю Европу. Для Западной Европы эта ситуация стала первым звоночком к полномасштабному кризису, а для Украины, соответственно, это просто настоящая катастрофа. Во-первых, телефонный разговор между президентом Трампом и Путиным показывает то, что решения могут приниматься без участия самой Украины и стран ЕС. А это именно то, к чему всегда стремился Кремль. Во-вторых, Путин добился здесь самого главного. Он сидит за столом переговоров с США и на равных диктует свои условия Европе. Как вы понимаете, соответственно, в Европе опасаются вот этих кулуарных договоренностей, которые могут оставить Украину один на один с Россией. Друзья, и на самом деле, будем говорить без преувеличения, ситуация для Евросоюза приобретает драматический характер, потому что если Вашингтон действительно намерен свернуть активно свое участие в европейских делах, то ЕС, соответственно, придется срочно вырабатывать новую стратегию. И здесь возникают новые важные вызовы и возможные последствия для самой Европы. Прежде всего, это рост военных бюджетов. Страны ЕС будут сейчас вынуждены резко увеличивать свои военные бюджеты для расходов на оборону. Произойдет также смена стратегии и НАТО. Альянс на самом деле рискует потерять прежний формат, если США сместят свой фокус именно на Китай. И есть риск, что Европе придется самой договариваться с Москвой без уже американского посредничества, если США отойдут от этих дел. Но, друзья, давайте посмотрим в историю. На самом деле это так всегда и было. Вспомните, например, те же ультимативные требования Кремля в конце 2021 года. Это за несколько месяцев до полномасштабного вторжения в Украину. Что тогда требовал Путин? Путин тогда требовал полный отвод войск НАТО из стран Восточной Европы, возвращение к ситуации 1997 года, когда НАТО еще тогда не расширилось на восток, и пересмотр всей военной системы безопасности Европы, но только на условиях России. И уже тогда было понятно, что это абсолютно нереалистичное требование, которое, конечно же, означало фактическую капитуляцию Запада перед Кремлем. Таким образом, друзья, Путин пытался этим стереть десятилетия европейской безопасности и вернуть мир к временам холодной войны. Но хочу сделать здесь акцент на том, он продолжает играть в эту же игру и сейчас. Я вам скажу, что еще перед выборами США многие верили, что тот же Дональд Трамп жесткий переговорщик, который может поставить Путина на место. Но не все придерживались такой точки зрения на самом деле. Есть, конечно же, люди, которые всерьез не верят в эти способности Трампа защитить Запад от Кремля. И здесь достаточно вспомнить его встречу с Путиным еще в 2018 году в Хельсинки. Тогда мы с вами могли даже в прямом эфире наблюдать, как Путин просто водил за нос того же Трампа. И если сейчас история повторится, проигравшими здесь окажется не только Украина, но и вся Европа. И возникает вопрос, а в чем же здесь опасность?
Не исключено, что Трамп может пойти на тайные уступки Путину, об этом никто не будет знать, игнорируя интересы Европы. Украина также рискует стать разменом монеты в игре Кремля и Вашингтона. И НАТО, конечно же, окажется под угрозой, если США свернут свое участие в европейской безопасности. Например, те же недавние слова министра обороны США Пита Хексета прозвучали как холодный душ для европейских союзников. Я бы охарактеризовал, что эта речь была фактически прощанием США с ролью гаранта безопасности Европы, и если мы с вами еще внимательнее проанализируем, то там прозвучал даже намек на пересмотр ядерного сдерживания. Что это значит? А это значит, что в будущем США могут просто отказаться от ядерной поддержки, от ядерного вот этого зонтика над Европой. И НАТО придется, соответственно, самостоятельно строить систему своей обороны без американского уже участия. А та же Германия, Франция, Великобритания должны будут что? Срочно пересмотреть, конечно же, свою военную политику. Но что же это может означать для самой Украины и для Европы? Во-первых, с уходом США с позиции главного гаранта безопасности перед Украиной встает жесткая реальность. Надеяться можно только на свои силы. Зеленский уже неоднократно намекал, да и другие лидеры стран Европы, что Украина может, даже включая и другие страны Восточной Европы, рано или поздно начать задумываться всерьез о своем ядерном вооружении. Поэтому если США на самом деле окончательно откажутся от поддержки Европы, Европа останется слабой, и эти дискуссии, соответственно, вспыхнут с новой силой. Тогда Украина вынуждена будет ускорить разработку собственного оружия сдерживания. Восточноевропейские страны со своей стороны тоже начнут более агрессивно наращивать военные бюджеты, и в Западной Европе начнется, конечно же, вестись вот это обсуждение с большей силой о создании независимого европейского ядерного арсенала. Но здесь есть главная угроза. Если Европа не начнет действовать прямо сейчас и будет медлить с этим всем, то баланс сил может, конечно же, окончательно сместиться в сторону России. И здесь самый тревожный сигнал во всей этой истории состоит в том, что, скорее всего, уже прошло то время, когда США и Европа были связаны какими-то общими ценностями. Вы меня спросите, почему все так печально? Да потому что, друзья, вы видите, что Трамп, Маск и их вот это движение «Сделаем Америку самой сильной» больше не разделяют европейских ценностей. США с каждым днем постепенно отказывается от роли защитника демократии, и мы собственными глазами с вами наблюдаем, как американская демократия просто рушится изнутри. Для Трампа вообще не существует понятия как союзники, партнеры или какие-то там общие ценности. Ему на самом деле наплевать на Европу, он думает исключительно о двух категориях – это сила и выгода. Он будет еще больше разобщать, так же как это делал Путин. Например, давайте посмотрим, что же произошло вот за этот неполный месяц. Трамп открыто угрожал кому? Дании с применением силы, да, если те не согласятся продать ему Гренландию. В НАТО всегда опасались, что внутренний конфликт может вспыхнуть, например, между той же Турцией и Грецией. Но, друзья, мы видим сейчас, что сами США оказываются источником данной угрозы для всего Альянса. Но здесь на самом деле не только Европа или только Украина пострадает. Эти изменения опасны и для самих США, не все так просто. Для Америки эта история – это просто трагедия, я вам скажу, потому что ее главной силой всегда были не только экономика, но и мировое влияние как демократической сверхдержавы. Вашингтон обладал сетью союзников по всему миру, в Европе, в Азии, в Латинской Америке, но Трамп своей политикой Америка на первом месте. Методично это все разрушает. И здесь возникает вопрос, а что останется от его наследия, когда он закончит все свои дела? Ну, во-первых, понятно, что страна потеряет доверие союзников, которые начнут искать альтернативные гарантии, альтернативную поддержку безопасности. Понятно, что международное влияние США, конечно же, ослабнет, а здесь, внимание, Китай и Россия постараются быстро заполнить вот это освобожденное пространство. Китай, кстати, я вам скажу, уже начал это делать, предлагая свою помощь в поддержку некоторым странам. Итак, внутри США, конечно же, нарастет хаос, как это любит Трамп, и Трампу потребуется новый способ поддерживать свою власть. Но на данный момент, на сегодняшнюю минуту, мы видим, что пока Европа в шоке, она не может отойти от этого шока. Больше всего ужасает то, что
Никто из европейских лидеров такого развития событий раньше не ожидал. А я напомню, что ранее звучали разные предупреждения со стороны тех же аналитиков, со стороны тех же военных, но они все были лидерами ЕС проигнорированы. Европейское правительство тогда просто не верили, что США действительно откажутся от своих каких-то обязательств, которые защищали Европу. В итоге все случилось, как мы видим, неожиданно и даже резко, я бы сказал. Тогда Европа оказалась к этому совершенно не готова. Эксперты много лет уже били в колокола и говорили о необходимости укреплять собственную безопасность Европы по максимуму. Потому что еще тогда было ясно, что Трамп может вернуться со своей непредсказуемостью. Еще тогда были первые звоночки, что после возвращения Трамп может официально поставить под вопрос вот эту 5-ю статью НАТО. Это коллективная оборона. Но никто не думал, что это все так произойдет быстро. Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности этот вопрос, конечно же, будет ключевым. Что делать, если США действительно откажутся от защиты Европы? В Германии есть свои сейчас проблемы, как вы знаете, на носу обсуждаются выборы, но реальность требует, конечно же, решений прямо сейчас, прямо сегодня. Пока все ждут худшего, но еще не знают, как на это все отвечать. Как вы знаете, Трамп, он бизнесмен, он мыслит понятиями как бизнесмена, он оценивает выгоды и оценивает затраты, потом торгуется и ищет сделки. Так? Но я уверен, что ошибочно думать, что он полностью предсказуем и поддается каким-то манипуляциям со стороны. Нет, он не тот человек. Например, Европа уже пыталась играть по его правилам. Для примера я вам приведу. Она платила 2% на оборону, как-то вот требовал Трамп. Но теперь он хочет уже 5%. То есть не 2, а 5, в 2,5 раза больше. И его требования только растут. И конца им на самом деле не видно. Сегодня одно требование, завтра другое, и так до бесконечности. Трамп не просто человек, он человек, который создает хаос. Вспомните, как его в прошлом президентском сроке, в прошлую каденцию было много примеров того, как он внезапно отменял свою позицию. Его решение на самом деле продиктовано не только логикой, но и личными амбициями, импульсивностью, желанием продемонстрировать силу и показать, что все зависит только от него самого. Поэтому сделки с ним работают лишь до тех пор, пока он сам их признает. Некоторые страны постоянно или даже вот сейчас надеются на какие-то там торговые уступки. Например, готовы покупать больше сжиженного газа в Америке, лишь бы избежать вот этого глобального конфликта. Но это звучит как бы логично, и я понимаю такой подход. Но как вы думаете, хватит ли этого, чтобы удержать США в сегодняшней игре? Европа на самом деле боится вот таких резких решений Трампа, и они понимают, что уступки на самом деле не гарантируют, не являются никакой гарантией стабильности, ведь Трамп может потребовать еще больше. И эта ситуация, которая сейчас сложилась в Европе, это игра на выживание. И у Европы остается очень-очень мало времени. А вы меня спросите, а есть ли у Европы шанс повернуть ситуацию в свою пользу? Возможно, кто-то из вас скажет, а почему бы и нет, попытка не пытка, да, есть такая пословица. Но, друзья, неужели вы не видите, что происходит в реальности, куда все движется? Реальность намного суровее. Трамп в Белом доме означает, что США больше не надежный партнер. Понятно? Посмотрите вокруг, что происходит. Конфликт на всех фронтах, торговые войны США со всем миром. С Канадой, с Мексикой, с тем же Китаем сейчас, со странами Европы начинается, с Данией постоянные ссоры за ту Гренландию. И это прошло менее месяца правления президента Трампа. Трансатлантические отношения, друзья, уже далеки от той гармонии, которая была раньше. Америка давит пошлинами, защищает свой рынок, требует все больше уступок от Европы. Европа, в свою очередь, уже начала понимать, что любой экономический компромисс может оказаться лишь временной передышкой. Им это дошло. Если американская демократия окончательно рухнет, а Вашингтон откажется от своих союзнических обязательств этих, то черный день уже настает. Европа окажется перед пугающей перспективой. Вообще, вы посмотрите на Китай. Он давно уже системный такой игрок, системный соперник, мощная экономика, амбиции мощные, альтернативная модель власти. А Россия почувствовала вкус к реваншу, и уже ее не остановить. Ее аппетиты только растут с каждым днем. А теперь представьте, что к этому списку еще добавятся США с Трампом. Европа кажется зажата между тремя геополитическими гигантами.
каждый из которых преследует свои интересы. Что касается сегодняшних событий, то, например, в идеальном мире действительно Мюнхенская конференция по безопасности могла бы действительно стать той площадкой для урегулирования кризиса. Но еще раз я вам повторю, еще раз один акцент на этом. Реальность слишком сурова, друзья. Откройте глаза. Судя по событиям последних лет, которые происходят, и вчерашним заявлениям, надежды на какие-то конструктивные решения тают у нас с вами на глазах. Все идет от любовного союза до ледяного отчуждения. Я напомню вам, что еще 2 года назад, в разгар первых месяцев войны, конференция тогда напоминала нам с вами триумф атлантического единства. Украина отчаянно, конечно же, сопротивлялась, Запад говорил единым голосом, Байден уверенно укреплял союз НАТО. Но затем мы увидели, что реальность совсем другая, разочарование. Поддержка Киева начала давать сбои, в Евросоюзе осознали, что прежняя безоговорочная поддержка США уходит куда-то в прошлое, позиции НАТО размываются, а будущее Украины становится все более неопределенным. В последнее время все чаще в коридорах власти тогда говорили: Джо Байден – это последний президент США, кто действительно верит в союз с Европой. Вот такая ситуация. А сегодняшнее выступление вице-президента США Джей Ди Венса на конференции будет, конечно же, главным интригующим моментом. Одни прогнозируют новые пошлины на европейские товары, другие вообще опасаются сенсационного заявления о выводе американских войск. А кто-то считает всерьез, что Вашингтон может объявить о полном пересмотре именно политики безопасности. Это самый худший сценарий. Но я вам могу точно сказать, что если даже вот этого большого взрыва на конференции не случится, в Мюнхене все равно будет тягостная и угнетающая атмосфера. Я буду, конечно же, за этим следить, за происходящим, и сразу вам об этом сообщать. У меня, друзья, пока на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь. Это поможет видео продвигаться и показываться большему числу зрителей. Спасибо за просмотр и до встречи!